Всем привет! Вы на канале Заброшенная Прибалтика. Сегодня мы перенесемся в золотую осеннюю Эстонию. В этот раз я нашел заброшенный завод деревянных изделий. В цехах до сих пор лежала продукция, а зайдя в старый ангар, я увидел брошенные пожарные машины и другую технику. Приятного просмотра! Всегда хотел посидеть в пожарной машине. Ну что, поехали на вызов? Сегодня я продолжаю свое путешествие по Эстонии. И я добрался до берега Псковско-Чудского озера. Вообще получается, что граница Эстонии с Россией проходит как раз посередине этого озера. То есть этот берег Эстония, а где-то там получается уже Россия. Офигеть, какое большое озеро. А вот эти облака — это уходящий утренний туман. Буквально полчаса назад все еще было в дымке. Пробираюсь на одну заброшенную промзону, где раньше было пожарное депо. По слухам, где-то здесь есть ангар, в котором стоят старые пожарные машины. Ух, сколько грибов. Золотая осень, конечно, невероятно красиво. Интересно, для какой техники такие большие ворота? Опа! Бетонный блок подложили под дверь.
Снова гаражи с ямой. Это похоже на склады. Что это? Сварочные электроды. А вот, похоже, кабинет с различными интересностями. Телефоны эти старые. Обожаю этот звук. Есть кто? В общем, я немного здесь покопался. В основном тут различная документация на эстонском и техническая литература на русском. Каталог расценок на строительные работы в Эстонской СССР. Книга 69-го года. Здесь все расписано, что сколько стоило. На двух языках, по-эстонски и рядом на русском. Здесь же вот эти тарелки. Рижская наша. А это тоже рижская. Нашел тут в кладовке коробку с разными чашками. Рижская. Без рисунка. Такс. Тоже рижская. Это уже знакомая мне рижская. О! Это тоже знакомая. Жаль, разбита. А вот эти не написано. А, тоже рижские. Сейчас хочу немного осмотреться. Попробую подняться на вот этот фонарный столб. Лестница вроде крепкая. Фух. Немного стрёмно, потому что столб качается, но при этом невероятно красиво.
Что за домик? Старая батарея. Такие встречал в бомбоубежищах. Ух ты! Смотрите, какие здоровенные диски. Наверное, для дерева. Он просто метр в диаметре. А здесь, похоже, комната для рабочих. Еще один диск. Здоровенный. На календаре 2008. Меня вот всегда удивляло, как рабочие уходят, оставляя свои вещи, формы, каски. Вот даже перчатки кто-то повесил сушиться возле печки и так и не забрал. Спиртное здесь пили. Невероятное зрелище. Вот так природа захватывает заброшенное здание. В следующем цеху различные, это двери. Похоже, здесь был завод деревянных изделий. Да, вот еще какие-то колонны, что ли. Это все двери. Здесь окна. А здесь снова двери. Обалдеть. А вот, смотрите, похоже, небольшой конвейер. Это дверь вместе с проемом. А вот заготовленное дерево. Выходит, здесь было целое производство, а то пожарное депо, которое я ищу, это лишь часть всей промзоны.
Кстати говоря, вот этот ангар похож на тот, где могут быть те самые пожарные машины. Мне кажется, или это штуки, которые ставят, чтобы танки не могли проехать. Что они здесь делают? Интересно. Вход в ангар закрыт. Здесь непонятно. Что-то там. А, вот. Ну-ка. Да! Вот они, пожарные машины. Вот это красавец. Всегда хотел посидеть в пожарной машине и разглядеть, как она устроена. Ух ты! Руль такой большой. ЗИЛ. Коробка ручная. Газ, тормоз, сцепление. Ой, ё! Какое оно тугое. Интересно, вот первая передача. Раз. Теперь вторая. О. Фу, не просто это здесь. Что у нас на приборке? Спидометр до 120, а пробег всего 16 тысяч. Офигеть. Хотя это, наверное, не первый круг. Датчик давления, температура, уровень топлива и много разных тумблеров. А вот это разный свет. Где-то должна была еще включаться мигалка. Это поворотник, думаю. А мигалка может быть это. И сирена. Интересно заглянуть под капот. Как его открыть вообще? Ключ зажигания на месте, смотрите. Капот тоже здоровенный. Так, где-то тут что-то. Вот язычок. Опа. Ух. Вот оно. Сердце.
Здесь на крыше вот две мигалки и дополнительный прожектор. А, вот. Тут все написано. ЗИЛ. Почему-то вверх ногами. Машина 87-го года. Вот это, конечно, находка, скажу я вам. Задний ряд. Опа! Здесь шланг лежит. О! Ну что, поехали на вызов? Оп. О. Так. О. Здесь у нас шланги. Как ее теперь закрыть? Интересно. Так, а здесь... Опа! Снова шланги. Ой. Здесь, похоже, шланг как раз подключали. Там на крыше должна быть еще лестница, по идее. А вот насос, который качал воду, по идее. Затвор вакуумный. Датчик давления. И там тоже... А, там обороты в минуту. Офигеть. Можно все взять, разглядеть, рассмотреть. Вот это мне и нравится в заброшках. Опа. Интересно, что у нее сзади не одно колесо, а два вместе. Она весит, по идее, же немало. Что тут? Снова для подключения шланга место. Так, и я еще не был на крыше. Опа. Что за трубы? Интересно. 4 штуки. По идее, тут сверху должна была быть еще лестница по центру, но ее, видимо, забрали. А тут что за емкость?
Что ж, самое интересное, что здесь не только одна эта машина. Есть еще вторая. Что это вообще? Похоже на шишигу. Ну-ка. Да, шишига. Судя по морде. Смотрите, какая резина. Какой протектор. Это, походу, для бездорожья. Плюс шишиги, по идее, полноприводные. И вроде как там стоял 8-цилиндровый движок. То есть она могла проехать, в принципе, везде, где было нужно. Здесь шланги кто-то забрал. Ладно, заглянем в кабину. Ну и звуки. Здесь спереди, возможно, еще лебедка была. Не знаю. Ступеньки даже нет. Как залезать-то? Ё-моё. Еще и с камерой в одной руке. Фу. Горьковский автомобильный завод, модель ГАЗ-66. 79-й год, что ли. И движок прямо в салоне, как на наших латвийских микроавтобусах RAV. Да и на буханках. Положение рычагов переключения передач. 4 скорости было. Первый раз сижу в шишиге. Газ. О, смотрите. Газ нажимаю, оно ходит. Ё-моё! Какое тугое сцепление. Ужас. Так, а я не понял, а где скорости переключать? Тут, что ли? А как это? Типа едешь, выжимаешь сцепление и правой рукой на ощупь включаешь передачу. Так, что ли? Весьма необычно, скажу я вам. Так, здесь спидометр до 120, пробег 93 тысячи. Опять же, возможно, не первый круг. Интересный аппарат. Тоже ключ есть. Переключатель. Левый и правый баки.
Посадка, конечно, здесь не самая удобная. В кабине получается только 2 места для водителя и одного пожарного. Знакомая вещь, кстати. Как-то такие находил в заброшенном отделе полиции. Как же тебя закрыть-то? О! Снова на крыше 2 вот этих трубы. Ё-моё. Лучше на нее не становиться. Люк закрыт. Есть здесь еще такое чудо. Может быть, ЛуАЗ, но я не уверен. Тканевая крыша. Ой-ё! Сколько осколков. Спидометр, как и на Зиле. 530 тысяч. Нет, это 53 тысячи. Но опять же не знаем, какой круг. Мне почему-то думается, что это могла быть военная машина. Капот. Не знаю, что надо. Старый эстонский номер до вступления в Европу. Что-то там не то. Капот не открывается. Зато вот написано ЛуАЗ. Там в углу еще что-то стоит. Еще одна машина. Это УАЗик. Вот его сердце. Судя по его цвету, я думаю, это могла быть военная машина. Снова
тканевая крыша по всей длине. Сколько паутины. Руля нет. Приборная панель по центру. Интересно. Пробег 6000. Все в пыли. Здесь почему-то 3 рычага. Раз, два. И вот это третий. Это, наверное, пониженные. Передачи были для бездорожья, как на джипах. Тут прямо в багажнике еще 2 места. Выходит, на нем могли ехать 7. Вот такая вот находка. Что ж, если вы до этого никогда не сидели в пожарной машине и не видели, как она устроена, ставьте лайки. Спасибо всем за внимание и до скорых встреч. Не понял. Фух. Думал, меня закрыли. На улице уже стемнело. Пойду на выход.